первый турнир Гарри Каспарова будет в Баку, Кубок города. Кубок города. Тогда начались эти эксперименты по, я не знаю, как это, быстрые шахматы. Значит, это Бронштейновская идея. Даже, по-моему, Кубок СССР проходил. Значит, играли по часу. Естественно, никакого накопления не было. Играли на часах обыкновенных, как бы, с флажками. Час на партию? Час на партию. А почему так не прижился этот формат? Вот вроде такой приятный формат. Но трудно сказать. Я вообще помню, как бы Ботвинник вообще был всегда противником любых форматов, кроме классических вообще. Он все эти там какие-то были детские форматы, 2.15-45 это как бы считался классически. Да. А были еще какие-то форматы, я не знаю, там, 1,5 часа на партию, что-то. В общем, он всегда, говорил о том, что это все плохо, потому что, значит, партия должна откладываться, анализировать надо. То есть, и вообще нужно время подумать. То есть, Ботвинник был противником тех нововведений. Я помню, кстати, в 84-м году, в конце нашего матча с Карповым, или 85, 84-й год, мы в Колом зале играли. Впервые появляется вот эта идея о сокращении контроля. Не 2,5 на 40, а 2 на 40. И я помню, мы даже с Карповым как-то обсудили это по какой-то партии, что это вообще неправильно, что вообще безобразие, что это традиции все-таки, с трудом уходит. Потом все это будет меняться. То есть, на самом деле, мое чемпионство, если с 85-го года по 2000-й, это, на самом деле, полное переформатирование вообще шахматной партии, именно связано с контролем времени и исчезанием доигрывания. Потому что, до откладывания партии, потому что появляются компьютеры. И уже быстрые шахматы полностью становятся частью процесса всего этого игрового, а контроли меняются. То есть, на самом деле, вот эти изменения, они пройдут где-то с 85 по 2000 год. Как раз это такой революционный период изменений. А тогда этот часовой контроль был революционным все-таки тоже, Но меня он вполне устраивал. Там какая-то была длинная система была, обычно это для турниры были для шахматистов пониже уровнем, но там решил сыграть Олег Павленко. Он был вторым. Багиров был, естественно, абсолютный авторитет был, Владимир Константинович. А Павленко был, он был второй доской, он такой был хороший практик, в общем, больше любитель по нынешним меркам. Но все равно был мастер спорта. И вдруг он решил сыграть, Павленко. Все считали, что понятно. Итог предопределенный, естественно, кто выйдет в финал. И в итоге, в общем, я попадаю в финал. В финале там играли две партии, а потом в случае ничьей блиц игрался. И в финале Павленко, это я тоже описываю в книжке, Павленко очень много курил. Но он вообще был, он такой, у него вид был такой полноватый был, такой, шахматист такой, такой чемпион кафе, И, все, естественно, ждали, он пришел на партию, все, И тогда, моя главная новинка была, Павленко достает пачку сигарет, а я достаю пачку жвачки. Начинаю его он просто взбесился просто. Ровно на это расчет был, почему он может курить, а я не могу жевать жвачку. Первую партию он проиграет. Можно посмотреть? Да, конечно. Можем ее посмотреть, Я черными играл. Ты за меня играешь. Да. c4, g6, конь c3, слон g7, e4, d6, h4, игров, слон e3. Больших познаний у меня здесь не было, в общем, А Макогонов вам не рассказывал? Нет, еще я начну позже с ним заниматься. Нет. А с Павленко я пошел Е5, Д5, я пошел конь H5, он пошел слон Е2 Павленко. Да? Мне кажется, если он расслабился, потому что теперь так ходить вообще бессмысленно, слон F3, G3 дальше. А я что-то подумал и пошел F5. Мне было все равно уже, сыграю F5. На Е хочу конь F4 пойти, в принципе, как-то попробовать. Слон H5, GH, ферзь H5 он пошел здесь, в общем, И я тут пошел F4, слон D2, конь D7, коня развиваю, в принципе, 3-0 конь. Здесь я, на самом деле, надо было все-таки пытаться, А6, B5 надо было ходить все-таки. Я пошел конь F6, ферзь E2, но здесь опять, или C6 надо было пойти, в принципе, скорее всего, C6, потом пытаться, бить, линию открывать какую-то, или А6, B5 уже все равно ходить было. Я сделал ход ферзь E8, в общем, совершенно бессмысленный. Он пошел конь F3, и здесь я еще сделал плохой c7, c5. Продолжаю играть. Контр-игры возможность уменьшаю. Но здесь безобразный король b1 он сделал. Просто поставил ладью на g1, g3, все очень быстро кончилось. Он пошел король b1,
поле задимать. Теперь я уже хожу А7,6, как бы, значит, он пошел. Нашел здесь. план. Да, теперь я уже нашел план G4. Тут, значит, надо было пойти G4. Здесь надо было FG побить все-таки. Надо было пойти FG, но я пошел слон D7. Как бы, да, он пошел конь H4, я пошел B5. Ну, и вот это здесь, как говорится, для самой, типичная ошибка для этой игры. Конь F5 пошел Павленко. Сразу пошел. Значит, ну, там, на самом деле, там, нормальный ход, там, просто ладья DG1, там, надо было сделать, просто, чтобы поле для коня освободить, и позиция близко. Все равно близко к выигранной. Надо поэтому было FG открывать линию себе. Пошел конь F5, зевнул B4. Здесь, я помню, когда я пошел B4, впал в шок Павленко, потому что фигура, коню некуда ходить. Значит, он бьет на D6, ферзь E7, конь F5, слон F5. Ну, тут, наверное, GF, наверное, все-таки было лучше пойти. В принципе, пошел EF, взял, значит, здесь я тоже делаю. Значит, конечно, надо было ходить, в принципе, конь E8, коня сюда переводить, в принципе. Я пошел конь D7 здесь, как бы, вот, D6, ферзь F7. Вот ход F3 сделал, не очень хороший здесь. Ладья B8, но здесь ладья D5. Вот он сделал ход, он явно зевнул, потому что здесь конь B6, ладья C5, конь A4 еще здесь. Еще подставка такая получилась. Пришлось ему отдавать ладью дальше. Вот, ну, здесь уже все как бы... Реализовал, да? Не, ну E4 здесь уже просто еще E4, но все-таки ладья лишняя. Вот. F6, слон F6, ладья F5. Вот. И здесь я пошел слупиться. Ладья F7, ладья B2 шах. Красиво. Ладья B2, ферзь B2, слон B2. Вот, да, теперь, значит, если меняться, то я просто прохожу в ферзи. Ну, он ушел ладьей там, но это как бы все равно разрушился. Он пошел ладья E7 здесь, да, я пошел EF просто здесь. Все, ее не Я остановить. пошел EF, да, и вообще теперь вообще не остановить ее. Да, EF, ладья E1, слон D4 сдался. Да, вот так. Красиво. Все в шоке. В общем, я 12 лет все-таки, я выигрываю Кубок города. Маэстро. И это первое сообщение, которое появляется. Гарри Каспаров одержал победу. Да, кстати, как бы это его фамилия была Гарри Вайнштейн. То есть, на самом деле, такой важный турнир был, потому что в всесоюзной прессе появляются сообщения о турнире. И как бы в шахматном мире появляется Гарри Каспаров. Вот. И после вот этого как бы вот успеха я еду вот в Ленинград, уже возглавляю команду нашего Дворца пионеров. Ну, я уже еду туда уже с большими ожиданиями. То есть я уже вообще сильный кандидат в мастера, и уже у меня как бы и подготовка есть. То есть на самом деле, понятно, я уже в этот момент представляю как бы значительную шахматную величину. Второй призер первенства «Спартака» всесоюзного, только что выиграл там мужской турнир первый в своей жизни. Ну, какой не есть. Неважно. Часовой контроль все равно, как бы. Большие ожидания, и, в общем, ну... И это реальная борьба уже. И партия со Смысловым все-таки, как говорится, перевес. И, Каталымов хорошо оставить в стороне. Полугаевскому уже близко было, но не хватает. И первая партия с Карповым. И вот первая партия с Карповым... А вы его партии смотрели же тогда, да, конечно? Ну, конечно, естественно, партию смотрели. Вот мы должны подготовиться, в принципе, значит, да. И я говорю, ну, Александр Сергеевич, что играть будем? Он говорит, знаешь что, будем играть Найдеров. Первый в жизни я играю, значит, Найдеров играет. Я говорю, если мой слон G5, играешь вариант Полугаевского. Я просто помню, как... Я говорю, как? И он меня там начинает готовить, показывает партии несколько Полугаевского, там, в принципе, как раз новые идеи, когда Полугаевский не бьет на E5 пешку, уже ферзь B6 ходит в главном варианте. В общем, проходит подготовка такая. Я говорю, да, значит, ну, а если он там ходит, там, значит, слон Е2, как он обычно ходит, значит, тогда будешь ходить, в принципе, это самое, будешь ходить Е5 тогда. Значит, в принципе, какие-то там вещи он там показывает мне. Еще не Шевенген, еще, как говорится, еще Найдеров. Вот. И вот это первая партия. Первая партия с Карповым, значит... Ну, это сеанс. Это сеанс, да. Я играю с Карповым. В итоге я остался 1 на 1. На самом деле, как бы вот этот вот... Момент. Команда, опять, была... плохая была команда, но достаточно слабая. Вот, как бы. И... так история, так, значит, она поворачивается, мы остаемся 1 на 1 просто. Другое дело, что, понятно, в этот момент силы были не равны еще, но партия как бы получилась неплохой. Я потом, помню, мы пошли в гости к Тайманову, вот, Марк Евгеньевич смотрел на партию. Да, говорит, очень, да, тут вот какая позиция была. Очень такая, вот, ну, посмотреть партию. Конечно. Значит, ну, снова
Я за Карпова Да. играю. Странно, да? Значит, Ну, ты ничего будешь страшного. да, играть за Каспарова. Значит, конь F6, конь C3, значит, А6, слон Е2 пошел Карпов. Значит, мы Е5 играем. Мы здесь что А6 будем? играем. Да. Е5, слон Е2, Е5, конь Б3, слон Е7. Вот Карпов пошел здесь слон Ж5. Ну, в общем, такой как бы ход, значит, да, ну, я пошел слон Е6, Как он крепенько. играет здесь F4. Значит, ну, я, естественно, я бью на F4 здесь. Е в слон бьет F4. Значит, ну да, там у него же был матч с Полугаевским был, там, и мы с Никитиным смотрели вот это, то, что как он играл с Полугаевским, как там черный правильно играть. В общем, мне там Никитин там как-то на ходу объяснял, значит, как бы, да. Значит, я пошел здесь конь C6, рокировка. Вот, как бы, ну, так, как бы нормальная позиция у черных здесь. Ну, не знаю, вот, может быть, он ходит король H1 здесь. Вот. Но здесь, в принципе, уже можно было пойти d5. Здесь как бы, как от меня, в принципе. Здесь d5, e5, конь e4, или d5, e5, конь d7. D5, в принципе. e5, Но конь эта позиция у меня вообще встречалась пешкой на a7 потом. Я же буду, я играю ранее e6, e5, буду в Шеренгете играть. То есть вот с такой пешкой я там с Геллером играл, в 81 году с Кузьминым, то есть это вот с этой пешкой. Вот. Ну и здесь, наверное, и так тоже можно. Слон d3, f5, там, скорее всего, упрощение максимальное. Вот. Но, значит, в тот момент, как бы, для меня это было не очевидно еще, естественно. Я пошел b5. Все-таки так, как бы, вот, ну, как вот со Слянку так играют, значит, b7, b5. Вот, значит, он пошел, Карпов пошел здесь слон f3, на самом деле, да. Значит, ну, правильный ход был конь d4, здесь мы считаем. Слон f3. Ну, только все-таки сеансовый ход такой. Ну, да, конь покрепче. e5, конь d4. И я сыграл слон c4. Здесь. Вот здесь начинается такая какая-то довольно нестандартная игра. Карпов сделал ход ладья f2. Неудачный здесь. Все-таки надо ладью сюда ставить. Ладья f2. Вот. b4. Конь d5. Конь d5, ед, слон f6. Ну, здесь интересно, что Карпов явно, как значит, там поле c6 слабое. На самом деле это все как бы поле c6, а в общем, у черных все очень крепко. Одно поле c6 ничего не решает здесь, на самом деле. Он пошел ладья d2, значит, да, в принципе. Ну, планирую в итоге там куда-то залезть там, на c6. Вот. Ферзь b6 я пошел здесь. Слон e3. Вот. Ну, здесь ферзь... Ну, здесь компьютер здесь, видимо, сильнее играть было ферзь b7, что ли, я сейчас смотрю здесь. Вот. Да, ну, в общем, после ферзь b7, наверное, было просто реально хорошо у черных было. Вот. Такой ход, конечно. Ну, да, ну, как бы... Человеку... Ферзь b7, там, и все-таки ферзь c7 был самый правильный. Ферзь b7 тоже возможно было, но ферзь c7 самый, как бы, интуиция меня не подвела. Ферзь c7 самый такой правильный ход. Вот, как бы, ферзь c7, он пошел слон e4 Карпов. Вообще, у белых уже становится хуже. Что интересно, я вот тогда еще до конца не понимал, потому что, опять, поле c6 это такая эфемерность все-таки, а у черных все очень хорошо стоит. Вот, значит, слон e4 сыграл Карпов, я пошел ладья f8, Ладья e8. слон g1, как бы вот этот ходит здесь. И я пошел здесь, значит, я играю g6, в принципе. Да, ну, правильно, как бы я начинаю готовиться к уходу, подготовке, значит, как бы своего потенциального наступления. Карпов пошел а3 здесь. Еще один, в общем, ну, как бы, ход такой. Значит, b3, как бы, была возможность. Ну, b3, слон b5 просто я хожу. А3, значит, ход не самый лучший. Вот, в принципе. Опять, да? Но все-таки, да, потому что дает дополнительный черным возможность. Не на том участке открывает игру. Вот. Вот, может быть, в принципе, b3 было все-таки сильнее. После а3 я пошел а5. Но здесь сильнее было... Ну, вообще, можно было пойти слон g5. Можно было качество выиграть все-таки. В принципе, ладья f2, слон e3, в принципе, да. Значит, после АБ взял он d2, ферзь d2. Нет, это где? Не, вот, здесь, не, вот здесь сразу сразу слон g5 слон пойти, G5, да. да. Ладья f2, слон e3. В принципе. Ну, в общем, качество это качество все-таки, да. Как бы можно было выиграть качество здесь и, скорее всего... Ну, ладья туповатая на Ну, D2. туповато. Ну, как-то вот мне даже в голову не приходило это, что можно сделать здесь, в принципе. Значит, что такое возможно. Вот. Я пошел опять. Черным самый лучше пока позиция. Ну, как бы, значит, АБ пошел Карпов. Взял. Б3, как бы, ну, слон А6. И, ну, все равно черный красиво стоит, да, как видишь, здесь. Все гармонично, да. Он пошел конь С6 Карпов здесь, значит, в принципе. Вот. И здесь я побил на С6. Как бы, значит, я уже начал думать о том, как я вторгаюсь сюда. На самом деле, просто можно было слон b5 сыграть. Вот после слон b5 уже, в общем, теперь на слон d4, слон g5. И, в общем, белым было бы здесь очень было бы кисло. Вот. Так что вот здесь вот такая возможность была.
Вот, и я смотрю, да, слон d4, слон g5. Ну да, в общем, вчера был явный перевес. Вот, я побил здесь, конечно, зря я пешку, дал возможность пешке туда встать. И, значит, пошел здесь ладья e8. Вот. Но вот это я пишу уже, что это действительно уже ошибка, в принципе. Вот. Слон b5 по-прежнему, в принципе, черный... Опять, вторгаться надо было отсюда. Вторгаться надо было отсюда. Вот сюда, значит, и у черных, ну, я объясняю, черных сохранялся перевес. Я пошел ладья e8, да, но это ход просто подставка, потому что Карпов мог побить ладья d6 здесь. Ну, а что он не побил? Ну, потому что сеансы играли все-таки, да, значит, просто после ладья d6, как бы, значит, у черных тут, значит, как бы, ну, вот если так, значит, планировалась какая-то такая идея здесь, так, ферзь f4, вот. Такой красивый ход ладья e7. Опровергать все. А он, видимо, не видел. Не видел, да. Ну, я не видел, в принципе, как бы. Вот, в общем, Карпов опять сеансовый ход слон такой делается. Слон c3. Вот. Ладья f2. Вот. И здесь ладья e1 совершенно делается ход. Значит, в принципе. Я начинаю торопиться. Простой ладья e7 здесь. Там ферзь f3, король g7. И, в общем, у белых серьезные проблемы здесь, потому что грозит, в принципе, самое. Значит, f5, на g4, f6 просто ходить. И дальше вторгаться. Белым пешка, конечно, красивая, но вообще вот черный все держит. Вот это я помню, позицию Тайманов в нее смотрел. Ох, какая позиция. Да, вот. А я тороплюсь. Так, здесь надо было все равно уйти назад. Но я как бы уже на победу пошла вдохновленную, да? сейчас надо выигрывать сразу, и зеваю. Слон c4 здесь такой удар тактический. Слон f2. Мат грозит. Грозит мат. Слон f2, ферзь бьет f2. Теперь ладья висит. А после ладья g1, король g1, слон c4, ферзь d4, шах, ферзь бьет c4. И вот так. Да, на ферзь c6 белый... ну, ферзь d4 выигрывает здесь. Значит, ферзь d4 выигрывает здесь сразу партию. Значит, да, просто здесь я пошел слон c4, значит, ладья g1, как бы, ладья g1. Нет, вот... Там, по-моему, надо было начать со слона f2. Вот смотри. Значит, это, что вы сейчас рассказали, это так лучше было сыграть. А начали вы с ладья g1. Тут после ферзь d4, на самом деле, здесь вот ферзь d4, возможно, король g размен, взятие пешки на b4, там больше шанс на ничью. Но выигрывает здесь просто это самое. Выигрывает вот здесь такой маневр. Король h6, ферзь e3, король g7, ферзь e7, так, и ферзь f8. Просто мат. Король g5, h4. Матуется, в принципе, значит, да, вот. Значит, самое упорное было... Да, вот самое упорное было в этой позиции, но я растерялся полностью уже вот здесь. Самое упорное было, когда здесь был шанс попробовать спастись. Побить на f2 сначала, да? Сначала надо было побить... Да, вот. Надо было побить на f2, ферзь f2, слон c4, да. ферзь бьет e1, слон d5. Да, это был последний шанс был, в принципе, здесь. Ну, позиция проигранная, но, по крайней мере, можно было сопротивляться было. Вот, да. А, значит, я побил, да. Ну, я побил здесь на g1. В общем, надо как бы здесь быстро. Ну, еще уже так. Вот. И здесь еще даже король f2 он сумел побить. Что вообще... Уже это вот точно... По крайней мере, надо было проверить, как он там выиграет в тех позициях, потому что здесь просто... Здесь все совсем плохо. Совсем стало плохо. Вот, и... ну, я расстроился, конечно, после этой партии. Но, с другой стороны, знаешь, как-то я думаю, 1 на 1 играл с чемпионом мира. Вообще, на самом деле, знаешь, такой момент был. И, кстати, надо сказать, что там многие напряглись вообще. Многие это кто? Ну, вот кто смотрел там, вот. Мне кажется, это был такой человек Тупикин. Он был секретарем Ленинградского горкома партии. Вот тоже был один из как бы карповских покровителей тогда. И вот, по-моему, он тогда начинает напрягаться. Вот как вот я просто помню, потом мне мама говорит, что там какие-то люди, в общем, вообще партия 1 на 1 играет вообще. Вот, то есть, ну, вот что-то вот начинает... Как бы, чего они, что они так волновались? Ну, как бы я все-таки, как бы, не оттуда был, неправильный был, как бы. Да и фамилию только что сменил вообще, как бы, тут такое счастье привалило. Но ведь раньше такого особо в Советском Союзе не было, да? Ну, вот когда там, Ботвинник, его там, проигрывал он матчи, понятно, ничего страшного. Да, но тогда просто был момент, когда все-таки там практически вся сборная
Советского Союза была еврейской. Практически вся была. Там, ну, Смыслов был исключением, Василий Васильевич, да. Вот. А так просто, ну, и там Керес был еще, в принципе, да. Эстонец тоже был. А здесь вот Карпов появился. Да, значит, и вот это... Я опять помню какие-то вещи довольно смутно, но вот возникает какое-то у всех странное ощущение, что вообще-то не случайно все это. Вот это опять, это, знаешь, вот как бы никто точно не знает, как что сложится. Но вот сам факт, что такое могло быть вообще, что 1 на 1, почему, понятно, там никто не анализировал глубоко. Но вообще-то Карпов близок к поражению был. Просто вот легко выиграв 6 остальных партий, там просто... по-моему, вторую с Лешей Эппельбаумом он еще играл, он там был совершенно выигранная позиция, там не имело значения. И кроме того, вторая доска была. То есть это вообще не имело, как бы он там рукой ходить, потому что тот вообще играл очень пассивно белыми. Остальных партий не было просто. Он все смял быстро. Причем интересно, там было же дикое соревнование было. Значит, получается, 7 команд играло. 7 команд играло. Значит, играли... Значит, играл, естественно, Москва-Ленинград, Баку играл Алма-Ата, играл Куйбышев, наверное, потому что Полугаевский. Мне кажется, какая-то команда, за которую Лева играл, Полугаевский. Кузьмин играл за Черновцы. Команда Черновцов. Черновцов была. Соответственно, Карпов-Челябинск, наверное. Ну да. Я думаю, да, в принципе. За Ленинград Корчной играл. Значит, и там конкуренция была, естественно. Значит, там, значит, Карпов, Корчной, Полугаевский, в общем, боролись. Выиграл соревнования сеансеров Василий Васильевич Смыслов. Как всегда. Как всегда. Я даже помню, он набрал 38 из 42. Василий Васильевич, по-моему, там. Вот. Он их опередил на полочка. Они трое, по-моему, по 37,5, что вот что-то такое было. Вот просто, значит, как бы... Решающим в этом оказался наш матч с Ленинградом. В последнем туре мы играли с Ленинградом, и я играл с Корчным. И Корчной был просто... это принципиально. Он с Карповым боролся, значит, надо выйти. Он всегда должен с кем-то бороться. Да, бороться был. Значит, во-первых, Ленинград конкурировал с Москвой. Я не помню, в итоге Москва выиграет турнир, как бы, вот. Но Корчной, значит, он лидировал. Он был лидером среди гроссмейстеров. 32 очка у него было. Вот. У Смыслова было, по-моему, 31. Потому что Смыслов выиграет последний... У кого-то 7-0 выиграет, и наберет свои 38. А Корчной, по-моему, 32 было. Вот. И он играл с нами. Вот. Он с нами потеряет 1,5 очка. Причем потерять 1,5 очка, там 2 партии он просто вынужден, потому что он практически весь сеанс пройдет за одной доской. Ну, он должен эту партию проиграть. Как бы. Он был напряженный, недовольный был, жутко. А вы это помните? Это я бы помню. Нет, просто это я даже помню. Как вот ощущение, вот игры с Корчным, да? Ну, с Корчным, на самом деле, вот тут я уже, как говорится, тут... Во-первых, я чувствовал себя как бы лучше, потому что, понятно, проиграл Карпу, Смыслову, но я вообще был как бы там звездой своей, да, как бы я все-таки... Со мной напрягались уже, видно было. По всему видно, что идет напряжение. И с Корчным партия была, но она была очень, как бы... такая вдохновляющая, значит, Корчной пошел. Там, D4, естественно. То есть, книгу я возьму, да, возьми. Чтобы вы спокойно показывали. Староиндийская, как бы, можешь посмотреть, E4, D6, значит, пошел F3, Виктор Львович. Я играл конь C6 тогда, значит, в принципе. Честно говоря, конечно, ход там, без рокировки второстепенный все-таки, значит. Но, тем не менее, на 6, значит, ферзь D2, ладья B8. Нет, он пошел конь E2, ладья B8. Конь C1, E7, E5 здесь, значит, как бы эта идея. Ну, во-первых, белые могут конь B3 пойти здесь, в принципе. Значит, а после D5, конь D4, в принципе, значит, здесь проблема возникает в том, что теперь, значит, просто если белые играют, там, конь B3, черный мог пойти C5, DC, BC, конь D4, D, слон D4 взял на B2. Ну, такая, это то, что тогда, кстати, по-моему, все-таки проигрывает. Это, на самом деле, как бы то что... меня вдохновляло, какой-то анализ был такой, значит, какая-то партия. На самом деле, как бы все это, как бы, если ты посмотришь, там, все это на самом деле не вилами на воде писано, потому что, вот, там, по-моему, там у этого есть опровержение. Я так выиграл, кстати, в полуфинале, по-моему, Витя Газаряна партию. Да, правильно. Сейчас посмотрю, да, вот, значит, да. Ну, правильно, на самом деле, да, можно было ферзем D4 побить, в принципе, там позиция плохая просто. Да, то есть, как бы, то, чего, значит, как бы здесь... Ферзь b4, на ладья b2, длинная рокировка просто, в принципе, да, и в общем, черным нехорошо. Просто как бы такая неожиданная такая идея получается. Вот. Как бы, так, да, я правильно понял, да? Сейчас говорю здесь. Да, помню, да. Да, так, да, получается, ферзь d4, значит, ладья b2, и здесь 3 нуля, да, 3 нуля, конь h5, e4, e5 выиграл. Ладья b2, 3 нуля. Ну, это, опять, это уже современный анализ. Изыски. Вот, да, значит...
я как раз вот после вот полуфинала вот Баку, значит, я вот в полуфинального своего матча, где, значит, Витя пошел конь b3, там, значит, потом побил слоном, ладья b2, он пошел ладья b1, потом он партию проиграл тоже. Значит, я помню, когда я пошел конь d4, Корчной так посмотрел так удивленно. Что такое? Дело в том, что когда черные сделали рокировку, в принципе, то здесь взятие на d4 обычно не получается, потому что конь b4, ферзь d4, ладья e8. Как бы, да, вот тактический удар решает здесь. При этой рокировке пешку можно забрать просто. Ферзь b4, И вроде... просто лишняя пешка. Да. Хорошо, посмотрел, забрал пешку. Я был дико доволен. Как он обычно и делал. Как да. он обычно делал, да. Да. Я был дико доволен, потому что пешку-то забрал, так у меня же слон теперь заработал. Да. То есть мы оба были очень довольны, в принципе. Значит, да, как бы, значит, он пошел здесь, значит, ферзь d2 ушел Корчной. Вот, и здесь я сыграл, да, ну, может быть, здесь я пошел, значит, я пошел конь h5. c5. Я пошел c5 здесь, да, я помню. Я пошел c5, да. Я сыграл c7, c5, Да. как бы готовлюсь тут, значит, к своей контр-игре, значит, да. Он пошел здесь А4. А4 пошел, естественно, Виктор Ильич А4 здесь. Да. И здесь я сделал ход, ну, как конь H5, может быть, конь D7 был лучше. Вот, хотя, ну, я считаю, у черных полная компенсация. Сейчас я пошел конь H5, тут снова он так напрягся, тут как бы, но тут пошел G4. Вот. Но нюанс в том, что теперь надо конем уходить назад, что, видимо, было сильнее. Вот, ферзей сохранить. Потому что все-таки, ну, что это такое? Что это за безобразие? Что все открыто конем сейчас потратить. Или давать шах, как бы шах. Как вы и сыграли. Как я и сыграл. Он пошел ферзь f2. Не, он пошел король D1. Король D1 пошел. Король D1. Да, нет, естественно. Ферзь f2 правильно был. Да, ферзь f2, взял конь f4 и потом просто менять коня, в принципе. Да, вот как бы такая возможность. Он пошел король D1, ему хочется здесь большего, как бы, в том плане, что хочет моего коня отогнать туда. Теперь ходит ферзь E1. Вот, я побил на E1, король E1. Ну, и, естественно, хожу конь D7, как бы. На E5, да. Готовлюсь к ходу F5. Ну, он был, по-моему, в этот момент очень пешка лишняя, в конце концов, что такое. Ну, и, по-моему, он пошел здесь слон Е2, конь Е5, И потом... ладья G1. Да. Опять, ход довольно сеансовый, F4. И здесь я не уверен, я пошел F5, да, здесь? Да. Вот. Что это как бы, ну... А вы всегда записывали время, которое потрачено на ход? Да, это Никитин меня приучил хронометраж вести. Но сейчас по сегодняшним правилам ФИДЕ меня дисквалифицировали, потому что писать на бланке еще нельзя вообще дополнительно. Да, Но да. тогда как бы это... Я всегда писал, это опять Никитин. И свое время, и соперника? Да. А потом проанализировать. Никитин любил графики составлять. У него графики были. Вот, время, как, значит, потраченное время, почему потрачено здесь время, почему здесь потрачено. Глубоко. На самом деле, да. То есть, как бы, это было такая, уже как бы правило было. Вот, все партии, в итоге он такой был классификатор. Все партии были разложены, график, здесь, тут, потратил время, соперник думал, над чем ты думал здесь. То есть, на самом деле, все это как бы складывалось как бы, вот в какие-то замысловатые узоры. Значит, поэтому время всегда записывалось. Вот. До конца карьеры? До конца карьеры. Да? До конца. Ну, в конце уже просто я даже не помню, потому что не надо было, потому что уже хронометраж велся. Ну да, Электронные доски были. да. Но, в общем, довольно долго. То есть у меня... Ну, в матчах с Карпом я уже не писал, потому что, как бы, опять, хронометраж вели за меня. Но, в принципе, когда этого не было, я... Вот до матча с Карпом писал всегда время. Потом уже, наверное, избирательный вопрос был, когда это надо было делать. Но привычка сохранилась. Вот. Значит, я пошел F5 здесь. Короче, побил на F5. Не помню, F5. Ну, нормально. Да. Вот EF, G5 G5, пошел. да. G5, я пошел слон D7 здесь. Вот. И здесь, по-моему, довольно быстро король D2 пошел здесь. Опять сделал, естественный ход сделал. Вот, значит, у черных компенсация полная здесь. Король D2. И тут, я уже, такие вещи я видел быстро. Я пошел B5. По мозгам, да? Удар. Неожиданно. Просто, опять, это же психологический момент. Он все время препятствовал ходу B5. Раз, два, три, 4 удара. Да. B5 пойти невозможно. Но нюанс в том, что тут ладья вот на G1 встала. И тут, после B5, позиция близко к выигранной у черных уже. Значит, и Корчной в этот момент просто пересаживает сюда, значит, и на самом деле сеанс идет наперекосяк. Значит, там, значит, кто-то его там отсушил во французской Е4, Е6, на третий ход ЕД побили, значит, пошли, значит, там слон Д3, как-то его... Страшно был недоволен, Кто-то делал ничью с ним и сделал в итоге ничью. А кто-то еще, по-моему, у нас в доске на 5-й, по-моему,
кто-то. Там еще, в общем-то, какая-то позиция, он явно что-то Коршунов быстро делает ход какой-то, попадает в сложную ситуацию. В итоге партия будет присуждать и присудить ничью. На самом деле, там даже хуже будет стоять. Но все силы уходят сюда. Коршунов сел за доску просто. Он просто вот сидит Коршуной, с сигаретой, значит, стоят те доски заброшены. Но он понимает, что здесь происходит, что здесь что-то вообще, что-то другая история. Значит, размен, значит, ЦБ, слон бит Б5, конь Б5, ладья Б5, Считал все. слон Б5, конь бит F3 шах, король С2, да, он какой здесь? Король С2, Да. конь взял G1. Вот. Ну, в общем, позиция объективно, она проигранная у белых здесь. В общем, потому что пешек поровну, но сейчас как бы у черных слон сильнее, значит, пешка это проходная. И, кроме того, после коня F3 неизбежно все начнет висеть, потому что белых пешки очень слабые. Вот. И черный конь G1 на D4 попадает, в принципе, слон работает, конь на C1 не понятно, куда пойдет точно. Вот. А главное, что белый теряет материал. Он ходит слон D7 корчной, начинает спасаться здесь с последних сил. Конь F3. Не-не-не. Нет. Стоп, конь D3 он ходит. А конь D3 ходит. Конь D3, конь F3, ну, слон D7 теперь ходит, да. Конь D3, это что он хотел? Ну, надо как-то развить фигуру, надо же куда-то ее, коня вывести. Хочет. Ну, кроме того, еще пешку B2 потенциально защитить. Ну, как надо, так, слон D7. Да. Вот. Ну, вот здесь много возможностей как бы выигрывать, наверное. Я конь D4 шах, по-моему, пошел. Да. Здесь, да. Что, пешку не Ну, взяли? можно было взять пешку, видимо, да? Я уже не помню там, как. Да. А взятие, не знаю, нет, взятие ладья F1, мне кажется, да, в принципе, пешки. Тут ему лег C4. C4, вот конь взял C4 потом, да? Да. Конь F1, C4. Да, и надо, да. В принципе, ну я пошел так, что тоже, наверное, тоже сильно, логично, да. Король D1 ходит здесь, да? Да, и F4, И F4 пошла. здесь. Пошла это просто. Значит, Родимая. Да, слон E6, Да. конь E6, DE. И здесь я пошел F3. F3. Король E1, да? Ладья А7. Ладья 7. Ладью Активнее. Здесь я пошел ладья E8, да? Угу. Это, по-моему, не лучший ход был, да, по-моему, если я не ошибаюсь. C4 опять C4 надо. Ну, выиграл. какие-то уже такие, Ну, опять, понятно, что черный играет на победу. Все-таки. Ну, да. C4 он выигрывал все-таки партию. C4, конь F2, да, здесь. Ну, и тут E7 пишется. Я не знаю, это что-то... E7, ладья E8, да. Да, E7, ладья E8, конь F4, слон B2, Вот. Ну, в принципе, все-таки, наверное, близко. конь D5, король F7. Все-таки, наверное, Можно было, да. прорвутся черные все-таки. Да. Вот. Не, на самом Столько деле проходов. здесь тоже сохраняется перевес, как бы. Вот. После F3 ладья E8, ладья F7, Да. ладья взяла E6, ладья F3, C4. Не, там не так Я было. начал с C4 ход. Да, ладья F7, C4. Ладья F7, я начинаю с C4, конь B4. Конь F4 он сыграл. Конь F4. Конь F4. А вот... Да, конь F4. Да. Конь F4, F2, да? Нет, или слон B2. Конь F4, слон Слон B2, B2, да, конь слон D5, ладья E6, ладья Да. бьет F3. Да, здесь вот так просто ладья было. E4. В принципе, нами все-таки позиция объективно выигранная. Просто лишняя пешка. И главное, что здесь... Но здесь я начинаю думать, дотяну ли я до 45-го хода, потому что я хочу уже отложить партию. Просто, да, значит, да. А что присудили? Просто присудили просто. Да. Потому что, ну, вот этот ход, если не ошибаюсь, вот именно так вот. Да, ставил да. в критическое Ладья положение. E4, да. Ну, наверное, проигранная позиция. Да. Ну, у черных все-таки лишняя пешка, позиция консолидирована. И здесь я какой-то ход сделал. Король G7. Король G7, ну, тоже вроде логично. Да, король G7, он ходит конь E3 здесь, да? И здесь я допускаю. Ну, здесь, конечно, чудовищный ход. Ладья E4 все равно еще был ход здесь. Все равно ладья E4 все равно оставлял большой шанс на выигрыш. Вот, как бы. Вот. А я пошел C3 здесь, да. Ну, C3 это чудовищный ход, конечно. И он сразу начинает контр-игру. H4 сыграл. H4 все. Ну, начинает, забить слона вообще, это, конечно, было Да, такой неестественный ход. неестественно, да. Вот. Даже не понятно, она же дальше никуда не Да не, идет. это как бы, уже все-таки, устал. Ну, устал, да, C3, устал. H4, ну и дальше там через пару ходов будет ничья. Я причем сейчас где-то я H6 пошел здесь. Сейчас я пошел. H4 ладья E5 Ладья было. E5 было, да. Конь F5 шах. Конь F5, король G6. Да, конь G3. Вот это Конь хороший, G3. хороший ход. Конь G3 здесь, да, значит, да. Я пошел ладья E6. Да, ладья E6. D6. Ладья D3. Ладья D3. И здесь я хожу я здесь начинаю, значит, я беру... H6. Значит, и я не уверен, в принципе, это самое. Вот, значит, да. Там ничья сразу, да, по-моему, зафиксировано? Да. Я, по-моему, хожу так, вот, значит, как бы, и видно пешку, и говорю, ничью предлагаю.
Все правильно, это правильно. Это как-то такое зрительное облегчение было, потому что, представляешь, очень партия, да, как бы. И потом, после этого, значит, идут комментарии. Значит, я на самом деле это сыграл 2,5-6 набрал. Там реально там кто-то из Москвы, по-моему, кто-то набрал 3,5-6. По-моему, Артур Юсупов играл тоже. Артур тоже набирает 3 или 3,5. То есть я сыграл не очень хорошо, но я играл в команде гораздо более слабой. Ну да. Вот. А потом спрашивают, как говорится, ну и кто вам понравился? И там, значит, Полугаевский, Каспаров, там кто-то из москвичей, кому-то он проиграл там. Карпов, кто-то Каспаров. И Корчдову спрашивают. Он говорит, только Каспаров. Только Каспаров. Да, просто называют одну фамилию. То есть, на самом деле, как бы уже становится понятно, что, в общем, как бы я перехожу в такую, в новую категорию уже шахматную. И, в принципе, как бы уже там, готов к каким-то свершениям. Вы уже себя видели шахматистом в тот момент? Или тогда еще непонятно было? Нет. Шахматистом, конечно, просто непонятно было, как далеко будет. Да, кстати говоря, про первенство СССР 1975 год, если мы еще вспоминаем, все-таки еще Гарик Вайнштейн играл еще все-таки в первом финале юношеского первенства. Вот. И тоже, в общем, как бы там удачный старт, 3 из 3. Потом я там проиграл партию Лене Юртаеву. И последний тур, вот как раз вот эта партия, Никитин приехал, как раз партия с Ермолинским. Мне, в общем, 11 лет еще. У меня 5,5 из 8, плюс 3. И, в общем, если я выигрываю, я точно медаль получаю. В принципе, значит, да. И, значит, ну, там, он всегда играл за счет Алехина, как бы, Ермолинский, значит. И значит, Никитин сказал, значит, ну, смотри, говорит, здесь вот последняя тут как бы там информатор какая-то. Писк моды. Да, последняя схема там, значит, ты играешь так, бьешь на d6 как-то здесь, потом играешь конь d2, там рокировка, там играешь b3, там конь c6, там слон b2, там это какие-то партии были здесь, значит, в принципе. Вот, значит, чем пошел здесь слон f6, а2, а3, начинаешь, ну, тут играть... Тут та проблема, я как бы знаю ходы, которые надо делать, и играю быстро, как бы не обращая внимания. d5, c5, конь c8, b4, a6, ладья c1. Вот. Причем как... И Ермолинский быстро ходит конь e7 здесь. Я также быстро конь 8, также быстро хожу конь b3. И потом после g4 слон 6, g5 фигуру выигрывает сразу. Просто на самом деле фигуру может выиграть, потом g4. Главное, что Ермолинский все увидел. Это. Он потом сказал, что он вообще замер на секунду просто. А я молниеносно конь b3 играет. Тут как бы знаю свои ходы. Но, на самом деле, в этом-то и идея ход ладья c1 пока, чтобы создать черным проблему, потому что бить так конь побьет, а иначе надо находить какой-то ход. В этом-то вся идея, но не подумал. Так, хожу конь b3. А тогда в чем смысл ставить ладью на c1 сюда? Как бы. Так, естественно, он тут же побил на f3, как бы, пошел конь f5. Вот. Другое дело, что как бы, я пропустил это, но так как я этого ничего не знал, то я просто начал двигать фигуры дальше. Вот, А потом Никитин меня дразнил очень долго. G4, да. Вот, значит, и так вот, партия, значит, на самом деле я неплохо играл ее, в принципе, до какого-то момента. Там, значит, потом, я не знаю, тут просто, чтобы уже проще поставить, как бы, там я там пожертвовал пешки, чтобы не всю партию не показывать. Вот возникает такая позиция, я там играл очень творчески. Вот такая позиция. То есть я там пожертвовал пешки, там организовался проходную здесь. Вот, и, значит, цейтнот уже, в принципе, значит, тут нахожу, значит, я правильное решение f4, конь бьет f4, слон d6, ладья d8. И, значит, здесь я хожу слон c7. Здесь. Вот. И здесь единственный ход был у него конь e6, но, в принципе, позиция проиграна. И он ходит d3 здесь. Шах на e2. И здесь, это получается 40-й ход. Я 40-й ход хожу король f2. Там, в общем, практически, наверное, там любой другой ход лучше был, там, король f1. После d2 надо сдаться белым. d2, потому что теряется все просто. Значит, я конь d3 шаг грозит. Да. Вот, и все проиграл. Я, в общем, выхожу, я, конечно, дико расстроенный. И Никитин, я помню, мы стоим в раздевалке еще, я проиграл партию. Он говорит, ладья e5, f4, b7. И ферзь проходит просто. Просто ферзь. Просто белый проводит ферзя.
И у меня такой шок, я начинаю плакать. Потому что, знаешь, как так? Это Вильнюс. Второй раз в Вильнюсе я играл в 75-м году. Первый раз в 73-м, 75-м. Вот. Но все равно я набираю 5,5 из 9, да, значит, я делю 7-11 место, по коэффициенту 7, потому что я играл со всей верхушкой. Вот. И, ну, вот опять, это вот уже год, когда входишь в такую в шахматную элиту. Не хватает еще, как говорится, ну, понятно, сил. 11 лет мне еще. Но понятно, что я уже играю с ними всеми как бы там на равных. А друзья какие-то появлялись среди них, какие-то вот отношения складывались? Как вообще это все? Я намного младше был все-таки, надо забывать. Намного младше. Все-таки же, там как это бы, да. в таком возрасте. Нет, ну, это принципиально другая история совершенно. Как бы. Мне там 11-12 лет, то есть поэтому как бы у меня отношений там как бы, сложиться не могло. Ну, были такие отношения конкурентные, там, с тем же Ростиком мы играли в Баку там, вот, в принципе. А как это все удавалось со школой совмещать? Все было довольно просто в школе, у меня вообще проблем не было. Я получал свои пятерки там, как бы, вот. Я даже помню, там был момент, у нас сменился педагог русского языка, значит, у нас была, я даже помню, Елена Коповна была педагог, значит, а потом к нам в школу приходит новый директор, Александра Павловна, и она была педагог литературы тоже, значит. И она, директор, она берет один класс, вот наш класс взяла. То есть меня где-то не было, я, в общем, появляюсь в классе, значит, когда... Это фактически было с ней первое знакомство. А я сидел на задней парте, почему-то тогда вот первое, значит, с другим мальчиком сидел. Вот. И там надо было сдать сочинение, как бы, домашнее сочинение о родном городе. Вот. Ну, в общем, она была не в духе вообще, как бы, сочинения там были так себе, в общем, что-то все писали, в общем. Она сразу всех критиковала, ну, бывает педагог не в духе, она еще директор причем. И там была девочка у нас такая, по-моему, Самира Ебарова фамилия была. Вот она, значит, она была у нас как бы отличницей была, по-моему, она была. А это такое сочинение такое, знаешь, правильное все. Значит. И она говорит: Самира, выходи, почитай, как бы, чтобы все услышали все. Я там сидел там на задней партии, ну, все скучное. Я этому Вите говорю, Витя, ну, что-то я сказал громко. Она прерывает это. Говорит, Каспаров, да. Ты это не был, кстати, да? Значит, ну-ка, а ты написал? Я говорю, ну да, вот написал. Я не читал. Говорит, вот тогда не нравится, вот выйди, Самира, сядь, пожалуйста, прочитай свое сочинение. Я не помню сочинение, я просто помню только первую фразу там, потому что, значит, ну, как с маминой подачи было, значит. Первая фраза была такая: привычный голос стюардессы. Приземляет. Ну, все, ты к другому уровню уже был, да? И дальше рассказ просто про как я прилетаю домой. Она так послушала, да, сказала. Но то сочинение тоже было хорошим, сказала. Состоялось знакомство даже. Знаешь, такое. Вот это я... Привычный голос. Да, привычный голос стюардессы. Прошло там, полвека, мы все проходят, а такие вещи, как в голове остаются. Я, наверное, был единственным в Советском Союзе, кому присвоили, ну, дали золотую медаль без экзаменов. Я не мог, потому что я надо было куда-то ехать, там я уже был член сборной Советского Союза. Там, уже не до этого. И специальным решением министра просвещения, у меня были все пятерки, то есть я реально получал все пятерки, как бы, вот, и мне дали золотую медаль. Что, как бы, да, значит, золотая медаль, вот, и золотая медаль там гарантировала поступление там в вуз там с одним экзаменом. Сдал английский, поступил там в этот институт иностранных языков. Другое дело, что там я учился, как понятно, там так себе, как бы. Уже к этому моменту я занимался только шахматами. Вот. Хотя, как Ботвинник говорил, в СССР нет. Как бы у нас нет профессионального спорта, но на самом деле спорт был... Только там он был. Именно только там у нас он и был. Но это уже будет там в 80-м году. А так, в принципе, я как бы в школе, ну, все знали, как бы, страшно гордились, как бы, естественно, что я там... Ну, вот это, вот мы как бы так описали довольно подробно творческий путь до начала первенства 1976 года. До первого большого всесоюзного успеха. То есть это как бы этот портрет складывается, наверное, уже довольно как бы определенный. 76 год, январь. То есть я приезжаю в Тбилиси, у меня уже большой запас уже есть. Как бы, уже там, ну, как бы... Опыт появился уже, да? Какой-то? Уже опыт есть все-таки, да. Мне хотя 12 лет, но уже, в общем, есть опыт. Уже я больше играю, то есть уже как бы я уже профессионально занимаюсь шахматами. То есть, ну, тут, по всем меркам того времени, в общем, я уже был такой боеспособной шахматной единицей.